Всем привет, с вами Виктория Ню. Лето у нас в самом разгаре, и когда, как не в это время года, хочется ярких и сочных красок, в том числе и на ноготках. Именно поэтому данное видео посвящено неоновым пигментам. Рассмотрим с вами несколько техник создания дизайнов. Ну и те, кто давно подписан на мой канал, знают, что я люблю экспериментировать. И в данном видео поделюсь с вами еще одним результатом своего эксперимента. 6 неоновых цветов у меня с сайта AliExpress. Разместила я их в органайзере от Dance Legend. Черный пигмент у меня также от Dance Legend, но в этом видео использовать я его не буду. Цвета в палитре разложены так, что если их раскладывать друг на друга поочередно, то они между собой будут хорошо смешиваться, не создавая грязи. А если друг на друга выкладывать цвета, которые в палитре находятся далеко друг от друга, то грязь обеспечена. При этом первый и шестой цвет между собой отлично перетушевываются. Рабочую поверхность лучше застелить салфеткой, так как предстоит пыльная работа. Также понадобится еще небольшая салфетка для того, чтобы очищать кисточку от пигментов. Ну а саму кисточку именно для пигментов я люблю использовать мягкую. Такая кисть позволяет не набирать очень много пигмента за раз и в процессе работы особо не пылит. Ну и начну, пожалуй, с самого простого – это создание градиента при помощи пигментов. Самый основной нюанс при работе с неоновыми пигментами – это то, что они ярче всего смотрятся именно на белой подложке. Второй, но немаловажный нюанс – это то, что пигменты мы выкладываем на дисперсионный слой. Но нужно помнить то, что дисперсия должна быть незначительной. Если у вашего гель-лака ярко выраженная дисперсия, просто снимите дисперсионный слой специальной жидкостью, либо жидкостью для снятия гель-лака. Еще раз поместите типс, либо пальчик в лампу буквально на 5 секунд. И вот уже после этого можно выкладывать на эту незначительную дисперсию пигменты. Легкими похлопывающими движениями я, если можно так сказать, припечатываю пигмент к дисперсионному слою. Для того, чтобы градиент получился плавным, изначально я наношу пигмент как можно обильно. И уже от середины типса я свожу пигмент на нет. Прежде чем приступить к работе с другим цветом, хорошо очищаю кисть о салфетку. Второй цвет пигмента я начинаю выкладывать сразу внахлёст на первый цвет. На этом этапе я не стараюсь смахнуть лишний пигмент. За счет этого плавного перехода может быть и не видно, так как все-таки мы темный цвет накладываем на более светлый. Теперь отправляю типс в лампу на 30 секунд для того, чтобы пигмент лучше сцепился с поверхностью. Ну а вот уже через 30 секунд мягкой кисточкой смахиваю лишний пигмент. Такой градиент и на типсах, и на ноготках делается довольно-таки быстро и легко. Тут самое главное – это дисперсионный слой. На мой взгляд, для того, чтобы не испытывать судьбу, лучше все-таки изначальную дисперсию удалить. После этого ноготок либо типс поместить в лампу буквально на 5 секунд. И уже вот после этого на вот этот самый незначительный дисперсионный слой выкладывать пигменты. Тогда они лучше, скажем так, растушевываются, плавно наносятся и не создают никаких комочков. Пигменты я перекрываю слоем базы и затем слоем топа. Если по каким-либо причинам плавного перехода не получилось, в этом нет ничего страшного, все равно дизайн получится ярким и сочным. К тому же такой, скажем, фон можно всегда дополнить рисовашками, ну или в моем случае стемпингом. Стемпинг можно сделать обычными лаками для стемпинга, либо специальными гель-красками для стемпинга. При этом, если вы используете белую гель-краску для стемпинга, то вы еще раз именно на эту краску можете припечатать, ну скажем, другой цвет неоновых пигментов. И у вас также получится очень интересный и необычный дизайн. Единственное, помните, что подложка именно под пигментами должна быть светлой, лучше белой. Ну а если вы планируете просто отпечатать стемпинг рисунок, лучше, мне кажется, использовать все-таки черный цвет, так как на неоновых цветах именно черный стемпинг выглядит более выразительно. Также серебристый и золотистый стемпинг рисунок тоже на неоновом фоне смотрится довольно интересно, но уже более приглушенно.
Теперь давайте более подробно разберем стемпинг именно гель-красками для стемпинга с использованием опять-таки неоновых пигментов. Основной фон может быть по большому счету каким угодно. Хотите черный, хотите белый, хотите красный, розовый. Самое главное, нам понадобится именно белая краска для стемпинга. Немаловажный момент: перед тем, как отпечатывать стемпинг рисунок, убедитесь, что поверхность без малейшего намека на липкость. Для того, чтобы не было сюрпризов, я, как правило, перекрываю поверхность матовым топом. Гель-краску я наношу на весь рисунок, который хочу отпечатать, затем скрапером убираю лишнюю краску и переношу рисунок на штамп. На штампе я полимеризую рисунок из гель-краски в течение 5 секунд и только после этого переношу рисунок со штампа на типс. Теперь нам нужно хорошо просушить рисунок из гель-краски. Помещаю типс в лампу на 60 секунд. Если хорошо не просушить рисунок, а точнее гель-краску, то как бы аккуратно вы ни старались выложить пигмент поверх краски, есть очень большая вероятность смазать этот самый рисунок. После того, как выложила пигмент, еще раз отправляю типс в лампу и после просушки уже стряхиваю мягкой кисточкой лишний пигмент. И вот тут хочу отметить, что именно такой вариант стемпинга с неоновыми пигментами лично мне больше нравится именно на черном фоне. Вот не знаю, рисунки на черном фоне, они получаются как бы более яркими и выразительными. Для кого-то такие дизайны являются пестрыми и вызывающими, поэтому давайте сделаем при помощи пигментов такие более-менее нейтральные дизайны. Будем использовать технику по мокрому при помощи пигментов. Для этой техники мне понадобится короткая, круглая, мягкая кисточка. На типс тонким слоем я распределяю белый гель-лак и не просушиваю его. После этого на кисточку набираю небольшое количество пигмента и распределяю его именно в той части типса, где мне нужен именно этот цвет. Неоновый пигмент немного смешивается с белым гель-лаком, и цвет становится уже более приглушенным. При помощи кисточки цвет можно растушевать, а можно выложить пятнами, где-то больше пигмента, где-то меньше. Прежде чем перейти к другому цвету, очищаю кисть, обезворсовую салфетку, смоченную в жидкости для снятия гель-лака. Принцип создания таких дизайнов очень простой. Выкладываем немного пигмента на белый гель-лак, затем немного мазюкаем кисточкой и в принципе потом уже вот просто как кисточкой рисуем. Типа рисуем. Причем в этой технике можно делать резкие переходы от одного цвета к другому, а можно делать и плавные градиенты. Самое примечательное в этой технике: если вы где-то что-то не так намазюкали, это очень легко убрать, исправить, где-то добавить больше пигмента, где-то наоборот его снять с типса. То есть до тех пор, пока вы не заполимеризуете ваш шедевр, в принципе его можно исправить на любом этапе. Единственное, как я уже говорила, в данном случае пигменты смешиваются с белым гель-лаком, поэтому сами цвета уже становятся более приглушенными, в отличие от той техники, когда мы пигменты просто выкладываем на липкий слой. Следующий способ будет также по мокрому, только вместо белого гель-лака я буду использовать белую базу для растекания от Dance Legend by Юлия Белей. На типс тонким слоем я выкладываю белую базу для растекания и не сушу в лампе. На кисть я набираю немного пигмента и выкладываю его в той части, где мне нужна розочка. После чего этой же кистью формирую что-то похожее на лепестки роз. И вот в тот момент, когда пигмент смешивается с базой для растекания, он как раз и начинает немного, скажем так, расплываться. Рисунок получается такой расплывчатый, скажем так. Такой дизайн на ноготках выполняется безумно быстро. И, как я уже неоднократно говорила, рисовать я не умею, но вот для такого дизайна, поверьте мне, никаких художественных навыков вообще просто не требуется. И тут также в любой момент вы можете поправить любой ваш мазок, замазать его, немножко по-другому как-то его завернуть. В общем, до тех пор, пока вы не заполимеризуете данную композицию, то есть ее можно немножко подкорректировать.
Даже каляка-маляка при помощи неоновых пигментов в технике по мокрому, на мой взгляд, смотрится очень интересно на ноготках. И согласитесь, хоть мы использовали яркие, сочные неоновые пигменты, но дизайны смотрятся довольно сдержанно. Конечно же, при помощи пигментов можно делать стемпинг. На мой взгляд, самый удачный способ – это тогда, когда мы наносим пигменты на подушечку штампика. Затем мы берем пластину для стемпинга и отпечатываем понравившийся нам рисунок белым лаком. Мы же помним с вами, что подложка под неоновыми пигментами должна быть белой. И вот тут для меня начинается самое сложное. Дело в том, что подушечка штампа, скажем так, уже стала непрозрачной, так как на подушечке у нас пигменты. Поэтому отпечатать рисунок вот именно четко по центру лично у меня не всегда получается. Как правило, для этой техники я стараюсь подобрать рисунки, которые не нужно отцентровывать, иначе сикость-накость у меня получится, это точно. Конечно, есть еще способ, это тогда, когда мы пигменты выкладываем на саму пластину для стемпинга. Но в этом способе тоже есть свои минусы. Дело в том, что отпечатать таким способом рисунок мы можем только тот, который состоит из тонких линий. На пластину я выложила пигмент, скрапером убрала лишнее и отпечатала рисунок на штампик, у которого липкая подушечка. После чего можно перенести рисунок уже на типс. При этом типс должен быть белым, ну и, конечно же, на нем должна быть незначительная дисперсия, иначе пигмент со штампа просто не перенесется. Ну а теперь давайте сделаем слайдер с неоновым градиентом. Я буду использовать небольшой полупрозрачный силиконовый коврик. Можно также использовать плотную папку файл. На силиконовый коврик средним слоем я наношу белый гель-лак и просушиваю его в лампе с двух сторон. Вот для чего нам нужен полупрозрачный силиконовый коврик, либо прозрачная папка файл. Гель-лак и на силиконовом коврике, и на папке файл будет немного скатываться. Поэтому наша задача как можно быстрее размазать гель-лак по поверхности, да, и как можно быстрее просушить его с двух сторон. Затем мы удаляем липкий слой и переворачиваем наш слайдер. Делаем мы это потому, что именно с обратной стороны наш слайдер гладкий и ровный. Кстати, для этого способа не обязательно использовать хороший пигментированный плотный белый гель-лак. Если у вас стоит где-то, ну так, скажем так, не очень хороший белый гель-лак, и вы не знаете, куда его девать, вот для этого способа, в принципе, он отлично подойдет. Сам слайдер получается тонким, пластичным. Мы переворачиваем, я его переворачиваю непосредственно на коврике и затем наносим на этот слайдер пигменты. После того, как на сам слайдер мы выложили пигменты так, как нам нужно, еще раз отправляем слайдер в лампу на просушку секунд на 30. Делаем мы это для того, чтобы пигмент хорошо сцепился с поверхностью. Через 30 секунд мягкой кисточкой смахиваю лишнее, и все, слайдер готов. Возможно, у кого-то на данном этапе возникнет вопрос, для чего нам нужен этот слайдер? Ведь сделать подобный градиент проще и быстрее сразу на ноготках. И да, я с вами согласна. Но данный слайдер нам нужен не для того, чтобы перенести его на весь ноготок, а для того, чтобы вырезать из него какие-то элементы. Хочу показать вам слайдер, который я делала 2 недели назад. И он точно такой же эластичный, пластичный. В общем, такие заготовки, получается, можно делать заранее. Ну а потом, по мере необходимости, можно вырезать из этих слайдеров нужные вам элементы и при помощи них уже создавать дизайны. Типс я перекрыла матовым топом, из слайдера вырезала разные элементы и крепить их буду на липкий слой праймера. Можно, конечно, и на глянцевый топ крепить. Тут единственная разница только в том, что вы хотите получить в итоге. В общем, я выкладываю вырезанные элементы так, как мне нравится. И после этого я могу либо полностью перекрыть типс сначала базой, потом либо матовым, либо глянцевым топом, либо могу перекрыть только созданную композицию, вот эту вот из вырезанных
элементов. Как вы сами понимаете, из готового слайдера можно вырезать все, что угодно, разместить так, как вам больше нравится. При этом неважно, какой у вас будет фон. Хотите черный, хотите белый, хотите, пусть ваш фон будет опять-таки из неоновых градиентов. И дополнить все эти вырезанные элементы можно чем угодно. Прорисовкой, рисовашками, стемпингом, наклейками. В общем, на что у вас сработает фантазия, тем и дополняйте. Ну что ж, вот такое видео с неоновыми пигментами у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!